Всем привет, друзья! С вами проект Power Device, и в этом ролике я хочу поговорить с вами о лаунчерах телефонов Xiaomi. Она же системная оболочка, она же рабочий стол. Хочу поделиться с вами лучшими версиями лаунчеров для Xiaomi на данный момент. Расскажу о некоторых своих наблюдениях в плане обновлений рабочих столов. Смотрите, друзья, в этом ролике я хочу порекомендовать вам именно два лучших обновления за последнее время для рабочего стола. Поэтому в любом случае вам нужно сделать бэкап рабочего стола. Если вдруг вы будете удалять эти обновления, ваши иконки разлетятся по разным местам, и чтобы их легко восстановить, сделайте бэкап. Для этого перед установкой рабочих столов пройдите в настройки, о телефоне, резервирование и восстановление, мобильное устройство. Сверху выбрана вкладка «Создать резервную копию», снимаем все галочки, которые появляются, открываем вот эту вкладку «Другие данные системы», листаем в самый низ, выбираем «Системная оболочка». Все, создать резервную копию. И если вдруг после этого видео вы будете удалять обновление лаунчера, то потом заходим в эту вкладку «Восстановление». Выбираем галочкой наш бэкап, нажимаем «Восстановить». Все очень просто. После чего наш рабочий стол полностью восстановится. Также перед восстановлением я рекомендую включать галочку «Защитить от изменений». Итак, друзья, какие же обновления лаунчера лучше устанавливать на свои Xiaomi и чем они отличаются? Посмотрите, начнем с того, что я сейчас полностью удалю обновление своего рабочего стола. Во вкладке «Приложения» я нажимаю три точки «Показать системные приложения». В поиске пишу «Системная оболочка», это и есть наш лаунчер. Удаляю все обновления. Теперь в этом же меню, если я еще раз зайду в системную оболочку, у меня уже не будет кнопки «Удалить обновление». То есть вот это номер моего родного лаунчера. Выхожу на рабочий стол. Как я и говорил, после удаления обновлений наш рабочий стол сбивается. Здесь ничего страшного, просто все ярлыки разлетаются по разным рабочим столам. Все это в любой момент и в несколько кликов легко восстанавливается через наш бэкап, который мы уже заранее приготовили. Итак, это мой родной лаунчер. Во-первых, смотрите, как на родном лаунчере быстро открываются приложения, как быстро они срабатывают. Это первый плюс. Теперь зайдем в настройки. Еще минус в том, что в родном лаунчере нет функции поиск. Вот такой. К слову скажу, что все, о чем я говорю в этом ролике, относится практически ко всем моделям Xiaomi. Неважно, будь это мой Redmi Note 13 Pro Plus, либо Redmi Note 10 Pro, либо еще какие-то среднебюджетные модели. Хочу порекомендовать вам инновационную колонку от российского производителя Урал. Модель называется Гагарин 001. Продукт назван в честь первого человека, совершившего полет в космос, Юрия Гагарина. Использование фамилии Гагарин осуществляется по лицензионному договору с дочерьми Юрия Алексеевича. Российские инженеры разработали программное обеспечение и подобрали качественные компоненты. Все это предоставляет продукту идеальное звучание в любых условиях. Несмотря на небольшие размеры, колонка способна выдавать достаточно громкий звук с чистыми верхними и средними частотами и выдающимися басами. Внешний вид выполнен в неком агрессивном стиле спортивных автомобилей. Присутствует защита от пыли и влаги IP67. Заказать колонку и узнать ее подробные характеристики вы сможете на официальном сайте Урал. Ссылка в описании. В общем, смотрите, что я заметил еще. Если во вкладке «Скорость анимации» выбрать медленно, то на родном лаунчере все равно нету хорошей плавности. И также еще одно важное наблюдение. Смотрите, когда я закрываю приложение, в конце, когда оно прилетает на рабочий стол, у него нет дополнительной анимации. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Теперь я установлю самый новейший лаунчер, который есть на данный момент. Он под номером 4.39.14.80.03. Устанавливаю его. В настройках скорости анимации также выставляю медленно. Теперь открываю какие-то приложения и потом сворачиваю их. Не знаю, будет ли видно это на камеру, но когда приложение прилетает на рабочий стол, оно словно прилипает к нему, а потом немного продвигается вперед. Такая микроанимация. Вживую, если присмотреться, это хорошо заметно. На родном лаунчере Xiaomi такой микроанимации в конце нет. Считаю, что эта версия рабочего стола отрисовывает очень плавные анимации.
Также данная версия рабочего стола дает вот такую функцию поиск, о которой я уже говорил, где можно сделать вот такие большие папки. Для активации больших папок просто нужно зайти в расширенные настройки и поставить регион Индонезию. Так вот, помимо всего прочего, эта же версия рабочего стола позволяет выносить виджеты из ленты виджетов на ваш рабочий стол. К примеру, на своем Redmi Note 10 Pro раньше я мог заходить в ленту виджетов и пользоваться всеми этими виджетами только внутри этой ленты. Сейчас же на рабочем столе я могу сделать щипок, зайти в виджеты и переносить отсюда любые виджеты на рабочий стол. Вот так. И они будут работать. Кстати, иногда бывают глюки. Когда вы заходите в виджеты, они не всегда могут переноситься на рабочий стол. Чтобы их перенести, попробуйте заблокировать телефон, разблокировать его, а потом это сделать. Либо перезагрузить его, и тогда все работает хорошо. Такой глюк бывает на некоторых моделях Xiaomi. Но все же главная фишка этого новейшего лаунчера – это его анимация. Посмотрите, как плавно она происходит. Единственное, что я заметил, вот на таких лаунчерах, где присутствует хорошая плавная анимация, их приложения быстро не открываются, как на родном лаунчере. Нужно ждать какую-то долю секунды, потом нажимать на приложение, чтобы оно открылось. Но также отмечу, что вот это быстрое открытие в повседневном использовании по сути и не нужно. Опять же, если вы хотите, чтобы у вас была вот такая функция поиска, и при этом ваши приложения открывались вот так, как на родном лаунчере, тогда вам нужно установить версию вот под таким номером. 4.3.9.14.76.80. За последнее время я протестировал много обновлений для рабочих столов и выделил именно эти два. Считаю, что они лучшие. Напомню, что как всегда эти версии вы сможете скачать в моем телеграм-канале. Ссылки будут в описании под этим роликом. Вот этот первый лаунчер, который я показывал в начале видео, оставлю под цифрой 1, а этот лаунчер, который мы устанавливаем сейчас, оставлю под цифрой 2. Смотрите, этот лаунчер, так же как и родной, может быстро открывать приложения. При этом у него остается функция поиска. Но, к сожалению, у него нет вот такой плавности анимации. И также обратите внимание, если вы выберете вот этот лаунчер под номером 2. И если уже установленная версия вашего лаунчера будет выше, чем вот эти цифры, то эта версия поверх вашей не установится. Нужно удалить обновление вашего лаунчера, а потом устанавливать этот. Лично я на своем Redmi Note 13 Pro Plus остановился именно на этой версии, под номером 2. Кстати, если что, вот эти значки из темы LSBLS3, а вот эти значки из темы KittyCat V2. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из этих лаунчеров вы бы выбрали и почему. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки этому видео. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Всем пока!